Мужчина из Панамы делится видеозаписью, на которой, по его словам, заснят метеорит, упавший во двор его дома. Но внимание зрителей привлекает не сам факт падения, а нечто более странное. Камень, запечатленный на видео, будто бы дышит. На поверхности виден легкий дым или пар, а поднесенный к нему лист начинает скручиваться, словно от жара. Автор ролика утверждает, что температура объекта слишком высока, чтобы прикасаться к нему голыми руками. Он показывает, как листва рядом обугливается, а сам камень остается цельным, с темной коркой и блестящими трещинами. Это видео сразу вызывает ажиотаж в социальных сетях. Люди делятся им, обсуждают, строят догадки. Многие пишут, что никогда не видели ничего подобного, особенно если речь идет о метеорите, который только что упал на Землю. Некоторые пользователи предполагают, что камень радиоактивен, другие, что внутри может быть что-то живое. Видео распространяется с бешеной скоростью, вызывая лавину комментариев, где восторг и тревога идут рука об руку. Автор не торопится с выводами, он просто показывает и оставляет зрителя наедине с непонятным и тревожным зрелищем. Но самый пугающий элемент этого ролика появится чуть позже, когда зритель заметит, что внутри камня не все так просто. Спустя несколько дней после первого ролика мужчина выкладывает новое видео, в котором зрители замечают по-настоящему странную деталь. Из трещин в камне будто бы выходят тонкие черные образования, похожие на щупальца. Они движутся. Медленно, еле заметно, но достаточно, чтобы вызвать у зрителей шок и тревогу. Эти движения выглядят органично, будто перед нами нечто живое. Автор видео ничего не комментирует. Он просто снимает, крупным планом, в тишине, без лишних слов. Эта молчаливость только усиливает напряжение. Комментарии под видео взрываются. Кто-то пишет, что это точно инопланетная форма жизни. Другие предполагают, что внутри метеорита скрывается неизвестный микроорганизм, который активировался при контакте с кислородом. Некоторые шутят, сравнивая кадры с кадрами из фантастических фильмов, но большинство не смеется. Они видят, как щупальца действительно слегка извиваются. Все выглядит так, будто камень живой. Многие зрители начинают разбирать видео по кадрам, замедлять, анализировать. Появляются первые теории. От необычного грибка до неизвестного существа. И пока весь интернет пытается понять, что происходит, автор видео выкладывает очередной ролик, еще более тревожный. В новом видео мужчина впервые говорит вслух то, что уже давно витает в комментариях. Он считает, что внутри метеорита нечто живое. И он называет это существом, возможно, симбионтом. Камень теперь лежит в металлическом ящике, и автор показывает, что существо, по его словам, проявляет активность, двигается, пульсирует, реагирует на свет. Видео снято в полумраке, а голос за кадром звучит напряженно. Автор не шутит, он по-настоящему обеспокоен. Он утверждает, что решил изолировать объект, потому что боится последствий. Он не знает, что именно нашел, но уверен, это не просто метеорит. Съемка фиксирует момент, когда черная масса внутри слегка движется, оставляя за собой след. Все это выглядит настолько неожиданно, что зрители замирают. Мужчина говорит, что чувствует опасность. Он даже задумывается, уничтожить ли находку, если та начнет вести себя агрессивно. Его слова не выглядят постановкой. Напротив, он выглядит растерянным. Кто-то в комментариях пишет, что это часть эксперимента, другие говорят, он не осознает, с чем столкнулся. Так или иначе, это видео поднимает вопрос, действительно ли перед нами инопланетное существо или все происходящее — опасная самодеятельность. Теперь стоит вернуться к самому началу. Все началось, как утверждает автор видео, с мощного удара, который он услышал посреди ночи. Мужчина рассказывает, что выбежал на улицу и увидел дымящийся кратер во дворе. Камень размером с футбольный мяч лежал в центре воронки, он выглядел странно. Черный, с трещинами, будто из него уже что-то пыталось выбраться. На месте падения оставались следы копоти, почва вокруг была выжжена. Этот эпизод стал отправной точкой всей истории. Мужчина не вызывал полицию, пожарных или научных сотрудников. Он начал снимать все на телефон. Сначала просто из интереса, потом из страха. Он утверждает, что камень был горячим и тяжелым, и у него не было желания прикасаться к нему голыми руками. Соседи также слышали звук удара, но не видели самого момента падения. Скептики сразу обратили внимание, нет ни одного независимого свидетельства, кроме его видео. Ни одна лаборатория не взяла образец. Однако зрители продолжали следить, потому что кадры, снятые автором, были слишком убедительными. А то, что появилось в объективе спустя пару дней, окончательно изменило характер этой истории.
Когда первые эмоции утихли, внимательные зрители начали замечать странности. Кадры, которые так поразили интернет, при детальном рассмотрении начали вызывать сомнения. Самая первая деталь — спички, лежащие на краю кратера. Кто-то увеличил изображение и заметил их возле камня, как будто ими специально разогревали грунт. Это породило теории о постановке. Почему в месте предполагаемого падения внезапно оказываются предметы, которых там быть не должно? Кроме того, пользователи обратили внимание на разные текстуры самого объекта в разных видео. На одних он гладкий, на других с налетом. Черные образования, похожие на щупальца, тоже выглядят по-разному. Иногда как слизь, иногда как силикон. Некоторые считают, что автор мог использовать полимерные материалы, чтобы создать эффект живого существа, а отсутствие резких движений и съемка в полумраке играют только на руку таинственности. Также подозрение вызывает поведение этого мужчины. Он не обращается за помощью к ученым, не зовет никого из соседей, не фиксирует температуру или другие параметры. Все, что он делает, снимает и выкладывает. Это подрывает доверие даже у тех, кто изначально был шокирован происходящим. Но, несмотря на все подозрения, зрители продолжают гадать, постановка это или настоящая находка. История о живом метеорите стремительно разошлась по всему интернету. Видео, выложенные автором, начали набирать миллионы просмотров в TikTok, Instagram и YouTube. Люди массово делились роликами, делали разборы, комментировали происходящее. На Reddit появились целые ветки обсуждений, где пользователи спорили о природе объекта. Кто-то утверждал, что перед нами научное открытие, другие настаивали, это искусная фальсификация. Блогеры выпускали обзоры, новостные сайты подхватили тему. В заголовках начали появляться фразы вроде «инопланетный симбионт в Панаме» или «метеорит, который шевелится». Многие зрители признавались, что впервые за долгое время наткнулись на историю, от которой трудно оторваться. Она была пугающей, странной и при этом визуально убедительной. Даже скептики не могли отрицать. Снято мастерски. Особый интерес вызвало то, что мужчина не пытался продать свою находку или использовать ее для рекламы. Он не вставлял спонсорские вставки, не продвигал товары. Он просто продолжал публиковать новые видео. Это подогревало интерес. Если бы все было ради денег, это было бы понятно. Но здесь чистая тревога, растерянность и необъяснимое существо. Именно этот дисбаланс между зрелищностью и простотой сделал историю вирусной. На пике интереса мужчина выпускает одно из самых обсуждаемых видео. В нем он заявляет, что не знает, что делать с существом. Он утверждает, что наблюдает за ним уже несколько дней, и существо не просто движется, но и реагирует на внешние раздражители — свет, звук, вибрацию. Он предполагает, что это нечто разумное, или, по крайней мере, чувствующее, и делает заявление. Если оно умрет, он уничтожит его первым. Эти слова вызывают бурю обсуждений. Некоторые считают, что мужчина сошел с ума. Другие, что он боится потерять контроль над ситуацией. Многие задаются вопросом, почему он не обратился за помощью к специалистам? Почему держит объект у себя дома? В комментариях появляются призывы показать находку биологам, физикам, хотя бы передать ее в университет. Но мужчина молчит. Он публикует все реже, потом и вовсе пропадает на несколько дней. Когда он возвращается, видеоролики становятся короче и тише. Существо, как он говорит, перестало проявлять активность. Он выкладывает последние кадры. Черная масса лежит неподвижно, в темноте. Некоторые зрители уверены, это был конец. Автор ничего не объясняет, он просто исчезает. И с этим исчезновением история, казалось бы, заканчивается. Но появляются те, кто решает докопаться до сути. Научное сообщество, хотя и не комментировало ролики официально, не осталось в стороне. Некоторые исследователи и преподаватели, увидев вирусные видео, дали свои пояснения в интервью или на форумах. Первое, на что они обратили внимание — невозможность существования живого организма внутри метеорита. Дело в том, что при входе в атмосферу Земли метеориты разогреваются до температуры в несколько тысяч градусов по Фаренгейту. Любая органическая материя выгорела бы мгновенно. Кроме того, специалисты подчеркнули, если бы действительно был зафиксирован случай падения метеорита с неизвестным существом, местные власти и международные агентства сразу бы отреагировали. Астрономы постоянно наблюдают за атмосферой, и любое падение фиксируется. В данном случае не было ни одного независимого подтверждения, ни фото со спутников, ни записей из камер наблюдения, ни отчетов местных властей. Биологи добавили, ни одно из известных живых существ не может выжить в таких условиях, не говоря уже о том, чтобы двигаться и дышать внутри раскаленного камня. Если верить кадрам, мы имеем дело либо с умелой мистификацией, либо с очень редким химическим явлением, а не с чем-либо внеземным. Именно это объяснение стало отправной точкой для новой версии происходящего.
Один из самых интригующих моментов в этой истории — якобы движение черных образований внутри камня. Сначала они будто бы слегка шевелятся, потом становятся активнее, словно пульсируют. Некоторые зрители уверяли, что видели, как они дышат или откликаются на свет, но наука предложила другую версию, и она оказалась вполне логичной. Исследователи обратили внимание на одно редкое физико-химическое явление, так называемое набухание полимеров. В этой версии, если в камень или конструкцию внедрен полимерный материал, такой как полидиметилсилоксан, и к нему добавлен растворитель вроде гексана, начинается цепная реакция. Полимер впитывает жидкость, расширяется, меняет форму. Это создает иллюзию движения, хотя никакой жизни в привычном смысле там нет. Такой эффект можно контролировать, выбирая толщину, форму, количество растворителя. Движения кажутся хаотичными, но они строго зависят от условий окружающей среды. Для зрителя это выглядит как нечто живое, но для ученого — как закономерное поведение химической субстанции. Этот эффект уже использовался в визуальных трюках и художественных инсталляциях. Все это подтверждает, шевеления на видео могли быть результатом заранее продуманной демонстрации, а не проявлением инопланетной жизни. После того, как тема стала вирусной, энтузиасты начали искать, на что именно похож объект из видео. И нашли несколько удивительных совпадений. В первую очередь, это гриб Clatrus arcari, известный как пальцы дьявола. Он растет на гнилой древесине и выпускает красные щупальца, напоминающие щупальца осьминога. Хотя он не двигается, его внешний вид пугающе близок к тому, что показывал автор видео. Также были замечены сходства с морскими организмами, червями, губками и глубоководными медузами. Некоторые из них могут менять форму, а некоторые даже светиться в темноте. Но ни один из них не способен выжить в камне или внезапно появиться в кратере. Все эти аналогии помогли зрителям понять, то, что кажется невероятным, часто имеет вполне земные аналоги. Ботаники и биологи объяснили, что природа умеет пугать. Удивительные формы, текстуры, движения — все это есть на Земле. Однако важно помнить, ни один из реальных организмов не может объяснить поведение объекта из видео. Похож? Да. Но совпадения внешности не подтверждают природу. И если это не живой гриб и не животное, тогда остается только одно — искусственно созданная конструкция. Так появляется все больше доводов в пользу мистификации. На определенном этапе общественный интерес начал превращаться в скепсис. Все больше зрителей стали задавать логичный вопрос. Если объект был настолько уникален, почему никто не провел его исследование? Мужчина, выкладывавший видео, никогда не обращался в научные центры, не вызвал полицию, не передал образец в лабораторию. Он даже не пригласил третьих лиц, ученых, журналистов или соседей, чтобы они подтвердили происходящее. Пользователи социальных сетей начали проводить свои расследования. Они искали координаты места, откуда велась съемка, проверяли фоновые звуки, анализировали акценты. Все, что удалось выяснить, видеоролики действительно были сняты в Панаме, но конкретный адрес определить не удалось. Это только усилило подозрения. Некоторые считали, что автор опасается вмешательства властей, другие предполагали, что у него просто не было настоящего объекта, только эффектная инсценировка. Серьезный довод против подлинности всей истории — полное отсутствие физического доказательства, ни одного независимого образца, ни одной фотографии под микроскопом, ни одного обращения к специалистам. Все аргументы — это только видео. В современной науке этого недостаточно, чтобы говорить о сенсации. Именно поэтому многие ученые считают, если бы объект был реальным, мир узнал бы о нем не из ТикТока, а из лабораторных отчетов и научных публикаций. Однако, несмотря на все факты, часть зрителей до сих пор убеждена: история настоящая, а правду скрывают. Так рождаются конспирологические теории. Одни утверждают, что мужчина пытался сообщить о находке, но его заставили молчать. Другие, что правительство или частные организации вмешались, чтобы забрать существо. Появились даже версии, что аккаунт автора под контролем спецслужб, а последние видео — сообщения, замаскированные под обычные ролики. Некоторые упоминают случайные сбои в трансляциях или внезапные паузы, как намеки на внешнее вмешательство. Появились люди, утверждающие, что им пришлось удалить видео о находке, якобы из-за угроз. Конечно, ни одно из таких утверждений не подтверждено. Это именно теории, не факты. Но они живут в комментариях, форумах, коротких видео. Для многих мысль о скрытой правде куда привлекательнее, чем банальное объяснение. Это обычная реакция на вирусную загадку. Когда логика указывает на фальсификацию, но эмоции отказываются принимать это. Люди верят в чудо, потому что хотят верить. Потому что реальность, в которой странный объект — просто полимер с растворителем, слишком скучна. Конспирология — это способ сохранить интригу там, где правда уже давно известна. Но правда здесь, как и всегда, в деталях. И финальная точка уже рядом.
Когда история подошла к концу, осталась только одна настоящая загадка. Почему мы поверили в это? Почему миллионы людей, многие из которых разумные и критичные, увидели в странном видео доказательства внеземной жизни? Ответ, возможно, кроется не в камне, а в нас самих. Мы живем в мире, где реальность редко удивляет. И когда появляется нечто, нарушающее привычную картину, мы хватаемся за него. Даже если это нечто просто хорошо снятая мистификация. История с метеоритом из Панамы — это зеркало. Она показала, насколько сильно мы хотим верить в необычное и как легко забываем про критическое мышление. Мужчина, снимавший видео, возможно, изначально не хотел ничего плохого. Может, он делал это из интереса, ради эксперимента или просто для контента, но эффект оказался куда мощнее, чем он ожидал. И теперь эта история не о пришельцах, а о вирусах информации и о том, как они заражают умы. В финале остается один простой вывод. Да, это была неправда, но урок настоящий. Век цифровых медиа требует от нас не веры, а внимания. Потому что иногда реальность — это не то, что мы видим, а то, что мы упускаем из виду.